Всем привет-привет! Сегодня я вас завезла повыше на гору Улудак или Малый Олимп. Немножко покажу вам бурсу вечернюю, популярная очень у молодежи. Всем привет из Гемлика, мои хорошие! Сейчас мы с вами пойдем посмотрим книжную ярмарку. Я в своем телеграм-канале рассказывала уже о ней. И сейчас решила наглядно вам показать. Называется ярмарка «Гемлик. Книжный порт». Проходит она с 21 октября по 30 октября. Выступают знаменитые писатели, поэты турецкие. Мераба. Это здесь детская литература. Какие. Teşekkür ederim. Это стихи детские, видите? Цена так до 100 лир детская. Вот 25 лир какие-то есть. А, это раскраски. 25 лет. Teşekkürler. Всякие закладочки. Тут вот можно ребятишкам посидеть, порисовать. Видите, как все организовано. Ну и, конечно, Ататюрк, Мустафа Кемаль Ататюрк. Проходят, видите, тут всякие мероприятия. И даже иллюзионисты выступали для ребятишек. Давайте еще немножко пробежимся. Покажу вам, что тут еще интересного. На книгах останавливаться смысла нет, потому что из моих зрителей вряд ли кто-то что-то разберет. Во всяком случае, очень маленький процент. Видите, похоже на нашего Незнайку, да? Очень много детской литературы. Приучают ребятишек к чтению. Вот так проходит наша книжная ярмарка в Гемлике. Всем привет! Сегодня я вас привезла на телеферик. Поднимемся с вами на гору Улудак. Очередь в кассы небольшая. Сколько стоит? Сейчас подойдем поближе, я узнаю. Работает с 10 до 19. Для иностранцев 300 лир, для жителей Турции 90 лир. Получается, что я хорошо сэкономила. И вот такая очередь здесь на сам подъемник. Сегодня у нас 29 октября. Сегодня День Турецкой Республики. Везде бесплатно проезд. Я думала, может, и здесь будет бесплатно. Но нет. В общественном транспорте везде бесплатный проезд. Несмотря на то, что билет для туристов 300 лир, но все равно подняться стоит, потому что очень нестандартное, красивое место. Это Малый Олимп, Улудак. Ну, сейчас сами все увидите. Как шустро мы стали подниматься. Это середина пути, такой перевалочный путь, пересадочный, точнее, перевалочный, говорю. И здесь разные магазинчики. Можно погулять, отдохнуть, попить кофе. И потом садишься и едешь дальше. Сейчас давайте выйдем на улицу. Природа, конечно, изумительная. Сейчас с вами прогуляемся.
Всем привет-привет из Бурсы. Сегодня я вас завезла повыше. Сегодня мы с вами на горе Улудак. Точнее, не на самой горе, а в предгорье горы Улудак. До самой верхней точки, до вершины я не поеду, потому что прохладно и как-то не готовилась, специально не утеплялась. У нас сегодня 29 октября, сегодня день основания Турецкой Республики, в Турции праздник, проезд везде бесплатный. Была сегодня на службе в храме, у нас сегодня была служба православная. И как-то незапланированно решила проехать на гору Улудак. Не дешевая экскурсия на Улудак, но она стоит того. Во-первых, природа шикарная, воздух свежий, и попадаете в другую действительность, в другую реальность, такую, в нетронутую девственную природу. И возвращаемся в Бурсу с вами. Видите, какая очередь. И туда, и обратно. И едем в Бурсу. Мы были с вами на Улудак зимой, летом, и вот теперь еще и осенью. Меня заложило уши, я ничего не слышу, поэтому молчу. Вот тут, видите, и кремы есть, и мыло. Вообще ничего не слышу. Хуже, чем на самолете. Вот, смотрите, какие чашечки. Это под мезе, под такие тарелочки. Интересно, сколько они тут стоят. Наверняка дороже, чем в городе. Турецкие чайные наборы, видите? Все в золоте. Такое ощущение, что побывала в другом городе за этот час, что я поднималась туда, там погуляла и вернулась. Совсем другая атмосфера. Прогуляемся с вами немножко по Бурсе. Вот, видите, у нас сегодня в Турции праздник. Вывешены флаги везде. Я в телеграм-канале вчера показывала, как отмечают школьники день основания Турецкой Республики. Так что переходите в телеграм-канал, подписывайтесь. Там я публикую ежедневно новости нашего региона и отвечаю на самые популярные, часто задаваемые вопросы. В Бурсе цены на бананы 25 лир, мандарины местные 15 лир. Иду я перекусить, хочу съесть свой любимый донер. Здесь можно зайти и Искандер-кебаб, но туда какая очередь, мама дорогая. Ну сегодня праздник, да. Надеюсь, в донерную не такая будет очередь. Покажу вам расценки, сколько стоит. Что я заказала, стоит 40 лир плюс айран я взяла. Взяла донер с мясом, не с курицей, а с говядиной. Стандартный турецкий донер. Всем приятного аппетита, кто за столом. Немножко покажу вам Бурсу вечернюю. Ищу магазинчик, где можно купить пуговицу. Не знаю, где я терлась, но пуговица у меня оторвалась с одной стороны. Ищу, отправляют один в одну сторону, другой в другую. Ну, как всегда в Турции. Кто что знает. В общем, дюймы выбираю я себе сейчас. Мне буквально пару пуговиц надо. И тут и нитки, и все, в общем, все для шитья. Сейчас выберу какие-нибудь две одинаковые пуговицы. Так, и идем с вами где-нибудь, выпьем кофе и поеду домой. У нас сегодня концерт в Гемлике, будет выступать какая-то молодежная группа Манга. Насколько я знаю, может здесь выпить кофе. Тут есть, интересно, нет?
И вот так вот ходишь по бурсе, и каждый раз попадаешь в какие-то новые места. Буквально вот зашел за угол, и уже новое какое-то незнакомое место. Показываю вам вечернюю красивую нашу бурсу. Так у меня уши еще и не отложила. Хожу полуглухая. Какая тут вечерняя красота у нас в бурсе. Фонтаны еще работают вовсю. Я хотела у вас спросить, какое качество видео лучше? Когда 50 кадров в секунду или предыдущее видео, где я снимала с кунифирмы, там 29 кадров в секунду. Какое вам приятнее смотреть? Напишите в комментариях. Может быть, вообще разница незаметна. Почему я спрашиваю? Потому что очень редко, когда ношу с собой стабилизатор для плавности видео. В видеокамере встроенный есть адаптер или стабилизатор, но его не хватает. А если все время носить стабилизатор, целый арсенал надо брать на выход. Целую, знаете, систему для видеосъемки не всегда хочется. И не всегда удобно. И вот мне показалось, что при 29 кадрах в секунду видео получается более плавным. И поэтому хочу у вас узнать, есть разница для вас или нет. Хотела проехать одну остановку до Мериноса. Но что-то поезда ходят, поезда метро ходят с большим интервалом, и там толпа такая. Думаю, ладно, не буду лениться, пройду. И вот уже почти ночная бурса. Зашла в свой любимый магазин мясной в бурсе, взяла суджук, мясо, говядина на кости, приличный кусок, такой жирненький, мне вышел на 77 лир. Смотрите, молодая луна видна, светится башня часовая Топханы. И мы с вами идем к Меринос. В сказочном лесу. Видите, какой у нас парк. Здесь, кстати, проходил гастрономический фестиваль в этом парке. И вот я подхожу уже к своей остановке. Все, я в Гемлике. Устала, как собака сегодня с 7 утра. Бегаю по бурсе, по горам, по долам. Ну и вот видите, сколько у нас народу. Сейчас хочу вам показать молодежную группу Манга, по-моему, или Монголия. У нас тусовки не прекращаются все лето в этом году. Yine şartlar